Hola, amigos, и сегодня будем заниматься вопросом, как делать схроны в DayZ так, чтобы их не нашли. Разберем разные места и локации, а также способы прятать с закопом и без закопов. Сам не пойму, что заставило меня гайдануть немножечко, это совершенно не мой жанр, но захотелось поделиться опытом. Возможно, Алдам это покажется диким баяном и докладом капитана Очевидность, но думаю, даже они найдут для себя пару новых фишек. Начнем с описания свойств контейнеров, и я не буду описывать каждый в отдельности, это бессмысленно, потому что в зависимости от того, на каком патче вы сейчас играете, или от того, на каком сервере вы играете, конкретные свойства контейнера могут меняться. А то, что нам нужно понять в данном гайде, о том, что любой контейнер относится к одной из трех категорий. Первый, он хранится только на поверхности, но не закапывается. Второй, он хранится под землей, но не лежит на поверхности. И третий, он и лежит на поверхности, и может быть закопан. Ну а к какой категории относится конкретный контейнер, вы уже выясняете на том сервере, где вы играете, либо смотрите справку по патчу, который вышел, если вы играете на ваниле. Об общих принципах размещения ваших схронов. Во-первых, не нужно делать схроны вблизи объектов, которые лутаются, где появляется какой-либо лут. И второе, не нужно делать схроны на маршрутах игроков между населенными пунктами или объектами, которые лутаются. Это прежде всего дороги и тропинки, по которым двигаются игроки, а также предположительные маршруты, по которым они срезают расстояние между объектами. Например, на этом выходе из Камышова многие игроки бегут не по дороге в сторону Мсты, а двигаются к ней прямо через лес, понимая, что выйдут к объекту быстрее. На этом маршруте не стоит размещать схрон. Отойдите немного в сторону, туда, где игрокам нечего искать, и там, где нет короткой дороги к следующему населенному пункту. Ну что ж, беремся за локации и начнем мы с населенных пунктов и военок. По моему мнению, они имеют существенные недостатки, общие для них всех. Во-первых, через них всегда пробегают какие-то люди, там масса объектов лутания. Во-вторых, в городе вы не до конца понимаете, вас заметили или нет, возможно, за вами уже следят, а вы занимаетесь размещением вашего схрона. Ну и в-третьих, все места для возможных схронов в населенных пунктах, они очень легко запоминаются, они достаточно уникальные, в отличие от кустов в лесу. Игроки по мере того, как набираются опыта, они начинают такие места узнавать и проверять, точно так же, как будете делать это и вы. Итак, сначала схроны без лопаты. Кто-то спросит, зачем же нам нужно делать схроны без лопаты, если DayZ позволяет закапывать. А все потому, что закон подлости DayZ может привести к ситуации, что вы чертову лопату будете искать вообще пару часов, замучаетесь, психанете и уже будете орать на этот DayZ. Приблизительно вот так. Будь ты проклят! Со своей лопаты! Долю! Дурак! Ну а также в случаях, когда вы делаете схрон для кепки, то есть оказались на берегу, нужно бежать выручать товарищей, которые пвпшатся или обороняют там базу, поэтому вам нужен схрон, в котором можно быстро схватить еду и оружие и бежать. А также умение прятать без закопа необходимо для случаев, когда вы нашли бочку, потому что она сама собой представляет ценность. Ну а кто играл на альфе, помнит, какое это было ощущение, когда нашел бочку, потому что не было крафтовых контейнеров, и это все ценилось на вес золота. Прям нашел бочку, и моя прелесть. Блеск и блеск, моя прелесть. Итак, начинаем со схронов без закопа. Разбираем места в населенных пунктах. Вот такое место у пирса. Пирсы встречаются в DayZ во многих прибрежных городах, и здесь очень важно просто проверить. Вот, разместив этот схрон, нужно отбежать и на соседние камни, посмотреть с них, не просматривается ли ваш схрон. Ну и проверить нужно, конечно, с самого пирса, не просматривается ли сверху. Если вы правильно расположили контейнер, то обнаружить ваш схрон можно только если вы уж специально проверяете такие места и начали их узнавать.
Ну, следующее, на свой страх и риск можно полезть на вот эти зернохранилки ржавые на элеваторах. Если там ящик разместить, то он снизу ниоткуда не виден. Но помните, что пока вы будете там лазить, эти штуки высокие, вас могут просто заметить издалека и прийти наведаться проверить, какого черта вы там забыли. Вот это место настройки, в принципе, неплохое. На него можно залезть при помощи механики сбрасывания себе под ноги предмета, на который временно можно встать и подсадиться и залезть. Об этом многие не знают или просто забывают, поэтому есть шанс, что они просто туда не дотянутся, не полезут. Так, контейнер, он ниоткуда не виден, вот можно побегать по крыше, отбежать, посмотреть, и, естественно, он не виден с земли. А вы знали, что можно положить ящик, к примеру, в городской фонтан? Снаружи его не видно, но если начать проверять на ощупь, то обнаружится. Некоторые строительные леса позволяют залезть на дома. Я нашел такое место, вот это вот в Светлоярске, недалеко от главной площади. На них можно залезть, но тут нужно правильно располагать ваш схрон. Возьму на примере ящика. Если вот так его просто бросить здесь, допустим, где-то на крыше, то можно его заметить, к примеру, из вот этого окна. Я поискал правильные места и вот нашел для себя парочку. Это вот за этой трубой. Расположить нужно именно стоя вот так рядом с трубой, параллельно, чтобы ящик лег правильно, чтобы не выглядывал за край крыши. Иначе с противоположного окна будет заметно. Делаем и проверяем. Или вот на вот этой вот красивой черепице правильно его расположите. Вот так вот вдоль, а не поперек. После спуститесь во двор и проверьте, чтобы с дальней точки со двора не было видно его. Полный трэш делать на военке схроны, ну вот прям вот если надо что-то быстро спрятать, вот как временный вариант на этой сетке можно расположить. Залазить туда нужно тем же методом подсадки, как я показывал на стройке. На тепловозах есть вот такие вентиляционные люки с бортиком. Этот бортик снизу перекрывает обзор, и там можно хранить мелкие контейнеры. Вроде аптечки, желтого защитного кейса или почему-то waterproof сумки малой. Вроде она выпуклая, но ее все равно не видно. А вот ящик уже видно, потому что он выше, чем эти бортики. Также это заметно будет там с любыми рюкзаками, крупными контейнерами. В принципе, неплохое место. Вот такие двухэтажные контейнеры. Они есть в порту, кое-где на стройках стоят еще. Особенно те, которые находятся под навесом, потому что сверху прикрыто от просмотра, допустим, с горы. А для того, чтобы сделать схрон в таком месте, нам понадобится два предмета для подсадки, потому что залазить мы будем на второй этаж, на второй контейнер. Переходим теперь к более правильным локациям, по моему мнению. Берем опять же контейнеры, которые просто стоят на земле, а вернее в этом случае прячутся в воде. Выходим на морское побережье и будем искать правильное место. Вот здесь возле лодок не стоит делать схрон. Отойдем туда, где ничего не лутают пробегающие голодные кепки. Кроме того, что берег должен быть пустынный, выбирайте место, где песчаная отмель уходит вглубь достаточно далеко. Здесь я расположил прямо возле берега, собственно, ничего не прячется, все видно как на ладони. Хватаем сундучок с сокровищами и тащим его на край такой длинной отмели. Еще один момент. Не надо бояться, что вы утопите свой схрон. Вот кто недавно играет в Days, даже если его тянуть до упора, пока не начнете плыть, то он выпустит автоматически сундук. Причем ровно в той точке, где вы все-таки еще сможете его забрать. Проверяем результат. С линии берега схрон не виден, потому что отмель уходит достаточно далеко. Но опасайтесь такой комбинации, когда с линии берега рядом будет отвесная скала или высокие камни. Наблюдая с такой скалы, можно заметить схрон под водой, если отмель уходит недостаточно далеко. Стоит, по крайней мере, проверить результат с этой самой скалы. Ну а вот теперь получше. Отмель уходит достаточно далеко, и даже с камня мы не можем обнаружить наши схроны. Проверяем.
Возможно такое, что бежать до нового ровного места без скал на берегу далековато. Тогда есть еще один вариант. Нужно найти берег с достаточно отвесным подводным склоном. Обратите внимание, я разместил несколько ящиков. Один перед началом такого подводного склона, а другие за ним. Как видите, даже небольшой уклон при достаточно длинной отмели позволяет вам спрятать ящик незаметно. Особенно это актуально, когда в море нужно прятать бочку. Вода в море прозрачная, и просто поставленные у берега бочки видны как на ладони. Особенно в месте, где есть скала или камни, с которых можно наблюдать. Здесь я разместил на отмеле бочку рядом с другими контейнерами. И все-таки бочку можно увидеть. Поэтому для бочки нужно поискать подводный склон большей крутизны. Достаточно крутой, чтобы не было видно с пляжа или со скалы на берегу. Но лучше, конечно, выбирать место без такой скалы. С морем закончили. Вы не всегда будете торчать на берегу, и есть возможность прятать в пресноводных водоемах в глубине карты. У них есть как свои недостатки, так и свои преимущества. Главное преимущество пресноводных водоемов в том, что в DayZ они непрозрачны. И обнаружить их можно только натолкнувшись уже нос к носу или двигаясь по дну, постоянно нажимая Tab. Но не все пресные водоемы одинаково полезны. Например, такие городские пруды находятся в местах, через которые лежат маршруты игроков, и, собственно, кому-то может прийти в голову побегать по бережку и потабать дно на предмет вашего клада. То же самое можно сказать вот в таких маленьких лужах, хоть бы и расположенных в лесу. Проверить их не составляет никакого труда, и есть много опытных игроков, которые уже знают о размещении схронов под водой. А вот такое большое озеро отбивает энтузиазм бродить в камышах, заглядывая в Tab, потому что это долго и нудно, и можно схватить пулю. Если растяпа будет долго шарить по дну на одном месте, забыв про бдительность. Отличным выбором, по моему мнению, являются реки. Они очень длинные и тянутся через всю карту. Я не представляю человека, который заставит себя обыскивать берега достаточно долгое время. К примеру, через весь запад карты с севера на юг протекает широкая извилистая река. И если вы правильно спрячете в ней свой лут, я уверен, он вас дождется. Итак, разместим в этой реке несколько контейнеров. И проверим как с берега, так и со скалы, которая находится к схронам очень близко. Как видите, заметить что-либо не представляется возможным. Ну и, конечно, бывает так, что до водоема тащить все-таки далеко, поэтому бочку мы прячем в лесу. Классика жанра — это зеленая бочка в зеленых елках. Выбирайте сдвоенные елки, которые стоят рядом, и умело прячьте ее поближе к стволу. Ну и, естественно, более мелкие контейнеры также можно сбросить под елку, если других вариантов у вас нет. Для желтой бочки по логике вещей больше подходит желтый куст. Хорошо в него садиться, достаточно незаметно, причем, на мой взгляд, поддамадженная в плохом состоянии бочка более скрытна, чем новая. Не делайте такую ошибку, которую я сам увидел в игре и наблюдал у многих по видео или на стримах, когда обнаруживаются схроны. Люди размещают схрон в кустах на опушке. Многие игроки двигаются по краю леса, наблюдая с опушки за населенным пунктом, и тут они могут натолкнуться на ваш схрон. Отойдите на 30 метров в лес, и уже будет обнаружить гораздо труднее. Ну и отличный способ делать схроны в DayZ — это прятать свои сокровища в скалах, которых в изобилии в Черноруссии. На юге, например, это пик Козлова, огромная гора. На северо-востоке между Светлоярском и Бережками отличное место, чтобы делать в скалах схрон Кепки. И через всю северную дорогу от Светлоярска до Северограда тянется
длинный каменный хребет прямо возле дороги. Он такой длинный, что вряд ли кому доставит удовольствие скакать козликом по нему в поисках чужих сокровищ. Могу отметить, что не стоит делать схроны в скальных пещерах, расположение которых уже изучено опытными игроками, и на серверах, где возможна застройка подобных пещер, их расположение известно. Вы просто подставите собственный схрон под желающего сделать себе базу на этом месте. Главный принцип размещения схрона в скалах заключается в проверке обзора. Особенно это касается бочки, которая достаточно объемная. Суть в том, чтобы, разместив ваш схрон, проверить, как он просматривается как сверху, так и снизу. Ну и по горизонтали также не стоит размещать схрон слишком близко к проходу в скалах, где, просто повернув голову, его могут заметить. В идеале, конечно, это углубление в скале, где нет обзора на схрон сверху и снизу, углубление достаточно глубокое, и при этом к нему хлопотно добраться и справа, и слева. Ну а тут мы комбинируем два способа: прячем желтую бочку в желтом кусте и в скалах одновременно. То же самое можно проделать с зеленой бочкой. С одной стороны бочку защищает скала, а с другой елка. Зимой, конечно, прятать труднее все, потому что все лысое, но вот есть один такой вариант: прятать маленькие контейнеры. Есть такие трухлявые пни, и можно под него что-нибудь засунуть, под этот пень. Залазите на него сверху, сбрасываете, и потом только вот табом можно его прощупать. Подходите, нажимаете таб, забираете свой контейнер. Ну что ж, перейдем к закопам. Тот случай, когда вы все-таки раздобыли лопату или кирку и готовы что-то закопать. Как я и говорил, делать схроны в населенных пунктах идея не очень. К закопам это также относится. Вот это плохой закоп. Это всегда заметно, потому что через эти места пробегают игроки. Но если вы бегаете из города далеко, то все-таки есть неплохие места. Сейчас я их перечислю. Один из них — это кладбище, потому что текстура могилы позволяет скрыть вашу кучку грязи. По поводу легальности подобного закопа и некоторых других могут возникнуть споры. Мол, мы же все-таки используем текстуру, которая не оставляет на себе следов, и может не совсем честно. Я считаю, тут нужно разделять. Если по логике вещей, как мы это сделали бы в реале, такое сделать возможно, то это легальный закоп. Если мы используем всякие текстуры стен, камней или прочих вещей, в которых ничего выкопать нельзя, то тогда это текстурничество, и так делать не стоит. Сделать схрон в могиле или в склепе — романтичная идея, которая отсылает еще нас к первым Fallout'ам. Кто олды помнят, в чем была фишка, напишите в комментариях. Кстати, один из моих художественных рассказов, экранизированный у меня на канале, начинается с кладбища. Кто не видел, вот тут будет подсказочка, обязательно посмотрите. Минус закопа на кладбище в том, что многие игроки уже знают, что в могилах можно закапывать, и начинают эти места проверять. В офлайн режиме некоторые схроны отображаются некорректно, поэтому мне было необходимо зайти на какой-нибудь сервер. В следующем эпизоде мне помогает админ сервера Fall of Darkness, скиталец. Он показал мне несколько классных плюшек на своем серваке, в том числе состаренные обшарпанные машины. А дальше мы принялись за дело. Идея спрятать что-либо в стоге сена кажется совершенно логичной. Суть правильного размещения схрона заключается в выборе самой позиции на стоге. Лучше выбирать место ближе к краю стога, но так, чтобы кучка грязи не выступала за его край. Здесь я разместил сундук слишком высоко, и в итоге я просто потерял схрон, и я не мог добраться до раскопки. Еще один минус сеновала в том, что некоторые контейнеры, они прячутся после раскопки под текстуры сена и просто уже не достаются, будучи уже раскопанными. При нашей проверке ящики, кастрюли и плюшевые медведи показали себя нормально, а некоторые вызвали проблемы. Поэтому потренируйтесь лучше сначала с пустым контейнером, чтобы не потерять лут. Явным минусом стога сена является использование его на зимних картах, на зимней Черноруссии. Размещенный у края стога схрон сильно контрастирует с белым снегом, поэтому очень хорошо заметен. Сено, скрученное в тюки, не подходит для схрона, потому что вы закопать сможете схрон
залезая на него сверху, а вот достать вы его не сможете. Ну, он и виден будет снизу. Но главное, высота его не позволяет просто нащупать кучку грязи. Собственно, это касается любых таких текстур, которые слишком высоки. Следующее место, которое показалось гораздо лучше, это мусорные кучи. Все отлично закапывается и выкапывается. Вот мы экспериментируем на такой куче с ящиком, все прекрасно. Вне зависимости от типа мусорной кучи, в него можно закопать и успешно выкопать. Главное, помните, чтобы эта текстура не была слишком высокой, чтобы не потерять свой схрон. Вот тут мы попробовали закопать схрон в кучу шлака и неправильно выбрали позицию, слишком высоко, и получается схрон был уже недоступен. Такая же кучка шлака, только маленькая, успешно себя показала, вполне закапывается и выкапывается как в мусоре. Вообще мусорные кучи это отличный вариант прятать на зимней карте, потому что мест очень мало, все кусты лысые, естественно, размещать схроны на снегу это очень заметно. А вот мусорная куча позволяет без следов практически все припрятать. По той же аналогии можно закопать в песочницу, почему бы и нет. Логично, легально и незаметно. Здесь интересная особенность. Закапывать нужно именно вот так в углу песочницы. Если закопать ближе к центру, то кучка грязи выпирает, становится видна. Поэтому закапывайте ближе в угол, но смотрите, чтобы за край песочницы не выглядывало. Продолжая эксперименты, даже мы вот попробовали закопать под палету наш схрон, и даже это удачно получилось. А вот в городскую клумбу закопать нельзя по той же самой причине высоты объекта. Закопать закопали, а достать не получается. И еще одно место, это вот такие горы трупов. Выбирайте место не на самих телах, не на трупах, а на вот этом шлаке, который обрамляет тела, и тогда можно хорошо и закопать, и выкопать. Заканчиваем на этом с закопами в населенных пунктах и около них. Я не очень им доверяю по выше обозначенным причинам. Все-таки лучше делать закопы там, где нет объектов лутания, по-моему. Как по мне, даже схрон в чистом поле, закопанный под каким-то кустом в такой вот травушке-муравушке высокой, будет надежнее, если через него не проходят маршруты игроков от населенных пунктов между ними, то заметить такой схрон можно просто находясь только в нескольких шагах от него. Перейдем к закопам в лесу. Самый неудачный способ, по-моему, это просто прятать под деревьями в подлеске, где нет густой зеленой травы. Допустим, в таком папоротнике. Вроде бы он широколистный, должен хорошо прикрывать, но в Дейзи почему-то это все равно выглядит заметно. То же самое можно сказать, в принципе, о любой редкой траве из подлеска под деревьями. Она очень плохо прячет ваш закоп. А вот желтый куст, как и в случае с бочкой, по-моему, показывает себя гораздо лучше. Один из моих любимых способов, потому что они встречаются повсеместно, не нужно долго искать. Вот такой желтый куст позволяет вам хорошо спрятать ваш схрон. Главное разместить контейнер ровно на месте, где находятся корни. Немного попрактиковавшись с разными контейнерами, вы найдете нужную позицию, и ваш схрон будет надежно спрятан. Традиционный способ закопать схрон у елки в классической зеленой траве. Он неплох, потому что она достаточно густая, и заметить можно только прямо натолкнувшись на него. Ну а теперь поговорим, наверное, о самом надежном способе спрятать свой схрон. Это закопать его в корнях деревьев. Для этого вам подойдет, например, елка, которая стоит на ровной поверхности или даже лучше в некотором углублении. Потому что чем ниже свисают елочные лапы, тем надежнее они прикроют вашу кучку грязи. Для этого вам понадобится топор и лопата. Для начала нужно дерево срубить. Рубим дерево и располагаем наш контейнер прямо в точке сплетения корней на самой еще древесине. То есть не на том месте, где было место крепления елки к земле, а прямо в точке сплетения корней.
Это важно, потому что если вы сделаете это иначе, то кучка грязи будет под елкой видна. Сделаем такой схрон под елкой потоньше и под другой елкой потолще. После рестарта ваше дерево вырастет заново, и можно проверить результат. Не забудьте разбросать в стороны бревна, чтобы скрыть следы ваших земельных работ. Ну и понятное дело, не стоит это делать на открытом пространстве, просто потому, что срубленное вами дерево могут заметить до рестарта. Итак, повторяем то же самое с елкой потолще. Чем хорош схрон под корнями деревьев, что мародер, который решил вас ограбить, если он каким-то фантастическим образом обнаружит ваш закоп, ему нужно одновременно иметь и лопату, и топор. Это бывает не так часто, а возвращаться и искать дерево в лесу после того, как ты все нашел, нужно будет совершенно упоротым кладоискателем. Проверяем результат. Как видите, заметить что-либо под елкой не представляется возможным. То есть нет такого упорного человека, который станет в лесу проверять каждую елку, и это фактически невозможно. Только если вы знаете, под какой елкой вы закопали, вы можете лечь, присмотреться и хотя бы что-то обнаружить, какие-либо следы. Ну и смотрим на более толстые елки. Особенно если она расположена в густой траве, то вообще самому, даже сделав там схрон, трудно обнаружить, и нужно просто запоминать елку, под которой вы что-либо спрятали, потому что совершенно неузнаваемо место закопа. При раскапывании обратный вариант. Вам снова нужен топор и лопата, чтобы добыть свой собственный схрон. Рубим дерево, копаем и убеждаемся, что наш медвежонок на месте. Именно поэтому это не срочный кепочный схрон, потому что нужно иметь и лопату, и топор. И только когда у вас есть и то, и другое, вы возвращаетесь на схрон, чтобы забрать свой ценный строительный или боевой лут, когда вы уже обжились нужными инструментами. Практически идеально нам подходят просто толстые деревья с достаточно толстым стволом, чтобы перекрыть диаметр кучки грязи. Если правильно расположить контейнер в точке сплетения корней, вы идеально спрячете ваш схрон, и обнаружить его легальными способами не будет никакой возможности. Выбираем дерево на ровной поверхности с достаточно толстым стволом, кроме тех, которые растут из скалы, потому что в скале нельзя копать. Избегайте деревьев на склонах, а также деревьев, у которых слишком выпирают, торчат корни. Под ними, естественно, кучка грязи будет видна. Вот это дерево вполне подходит. Рубим толстяка, внимательно располагаем контейнер в месте срастания корней, это очень важно, и дожидаемся рестарта. Проверяем после рестарта нашу работу. Как видите, увидеть хоть какие-либо следы закопа совершенно невозможно. Конечно, некоторые могут начать утверждать, что мы используем некий нелегальный способ, связанный с рестартом и отрастанием деревьев заново, но по сути мы всего лишь компенсируем отсутствие логики, что в реале мы вполне могли бы под деревом вырыть нору и спрятать там ценную заначку. Также такой способ особенно актуален на зимних картах, потому что все кусты лысые и толстое дерево надежно замаскирует ваш закоп. Ну вот и все по схронам на сегодня. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, отправьте это видео проверенным комрадам, которые не станут вас грабить. Обязательно посмотрите мои художественные работы, снятые по моим собственным рассказам у меня на канале. И хорошей вам игры, амигосы.